Всем привет! Тематика сегодняшнего видеообзора – европейские полуприцепы в масштабе 1 к 43, и в сегодняшнем видео я хочу вам показать 4 масштабные модели от французского бренда Elegor. Несмотря на то, что здесь представлены модели французского бренда, они изготовлены уже не во Франции, а в Китае, как и большинство масштабных копий в нынешнее время, но тем не менее у них довольно хороший уровень проработки на свое время. Не стоит забывать, что это довольно старые модели и в некоторых случаях уже снятые из производства, хотя Elegor известен тем, что он очень редко выпускает новинки, а свои старые модели перевыпускает в различных вариантах окраски на протяжении многих лет. Так что похожие полуприцепы в других схемах окраски вы можете встретить и по сегодняшний день в продаже. И у этих полуприцепов довольно аккуратная сборка и хорошая покраска. И у меня в коллекции не так уж много полуприцепов. Многие сидельные тягачи остаются без подходящего к ним полуприцепа, особенно если мы говорим об американских сидельных тягачах от XO Models. И интересно то, что у XO в рамках журнальных серий есть различные полуприцепы, а отдельно в коробочках XO они почему-то их не хотят выпускать, и под брендом XO выпускался только один тип полуприцепа, довольно старый, европейского типа, и он был в двух вариантах окраски, если мне не изменяет память. И стоил он 32 евро 95 центов, где-то в 2,5 раза дешевле, чем аналогичный полуприцеп от Elegor. И Elegor мне нравится тем, что у них довольно обширный ассортимент европейских сидельных тягачей, которые не предлагаются другими производителями даже на сегодняшний день. Вы можете приобрести как отдельно грузовик, так и набор, состоящий из сидельного тягача и полуприцепа, порой в тематической схеме окраски. И также в некоторых случаях вы можете приобрести отдельно полуприцеп. Правда, я сейчас посмотрел европейские интернет-магазины, отдельно полуприцепов от Elegor они почему-то не предлагают. И я покупал один полуприцеп в виде отдельного элемента, он мне обошелся в то время в 67 евро 95 центов. Тоже относительно недешевая цена за такую масштабную модель. И давайте начнем обзор с первого полуприцепа, который я вам не показывал. Я его покупал в наборе вместе с сидельным тягачом марки MAN. Это был трехосный сидельный тягач, но, к сожалению, модель ко мне пришла с повреждениями, и они были настолько большими, что мне не удалось до сих пор собрать грузовик в единое целое, поэтому я его показывать вам пока что не буду. Также интересно то, что это английская сцепка, у грузовика и полуприцепа английские номера, и по идее грузовик должен был быть с правосторонним расположением руля. Но Elegor, видимо, не стал заморачиваться с этими нюансами, а просто у грузовика затонировал остекление. А руль остался с левой стороны, как у европейских траков. И тут полуприцеп окрашен в синий цвет, он довольно тяжелый из-за того, что у него металлическая рама. На нижней стороне вы можете видеть металлический пол, он привинчен шурупчиками к верхней части. Также довольно просто сделана балансирная тележка, виднеются металлические оси, два запасных колеса, рама здесь окрашена в серебристый цвет, имеются пластиковые противоподкатные брусья, также выдвинуты опоры, вы можете ставить его на стол, а если вы зацепляете полуприцеп за сидельный тягач, то он немножко приподнимается, и опоры в таком случае не касаются земли. На задней стороне также присутствует противоподкатный брус, установлены задние фонари и также установлены регистрационные номерные знаки. Интересно то, что если прочитать номерной знак, то будет название компании, которая здесь продублирована на боковинах полуприцепа. Вот такой симпатичный полуприцеп шторка. И давайте покажу вторую модель, которая есть в моей коллекции. Этот полуприцеп я покупал в виде отдельного элемента. Он в базовой схеме окраски белого цвета. Сюда вы можете самостоятельно нанести какие-то декали. И если присмотреться, то полуприцепы немножко отличаются. У этого полуприцепа иная форма подкрылков. Также другой цвет противоподкатных брусьев. Противооткатные башмаки установлены на опорах, здесь они отсутствуют. Также есть вот такой кронштейн. Сзади отсутствует противоподкатный брус. Эта деталь предлагается в комплекте, она идет в виде отдельного элемента. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Вот так она
смотрится. Здесь установлены задние фонари, также отражатели и имеется вот такой единый брызговик. Я эти детали не ставлю, потому что у меня модели хранятся в коробках, и если устанавливать этот элемент на полуприцеп и модель ложить в коробку, то могут обломаться вот эти маленькие усики. Поэтому у меня вот эти детальки хранятся отдельно. Давайте я уберу первый полуприцеп, чтобы он нам не мешал. И посмотрим поближе еще раз на второй тип полуприцепа. Здесь также наклеены декали в виде световозвращающих полос. Створки сзади не открываются. Тут установлена одна запаска вместо двух, как на первом полуприцепе. И есть ящик под огнетушитель. И с другой стороны тоже есть вот такой ящичек под разный инвентарь. Ну вот, это полуприцеп номер 2. Давайте рассмотрим третий полуприцеп. Он похож на второй полуприцеп, только отличается схема окраски, и тут вместо противоподкатных боковых балок установили ящик для инвентаря. И у этого полуприцепа мне больше нравится окраска. Она не глянцевая, а полуматовая. И также здесь структура шершавая. Если провести пальцами, то тогда чувствуется, как будто это резиновый тент. Тут сидельный тягач был в бело-синей схеме окраски, и мне понравился полуприцеп тем, что у него нету каких-либо опознавательных знаков. Вы тоже можете его сцеплять с различными сидельными тягачами. Тут добавили также ограничение скорости 60, 80, 90. Дополнительно вы можете сделать и другие наклейки, но я не стал украшать этот полуприцеп, а оставил его в первозданном виде. И балансирная тележка тут получше, чем у первой модели полуприцепа, уже скрыты металлические оси. И также немножко отличается дизайн пола полуприцепа. И рама здесь окрашена в синий цвет. Если вы посмотрите, то здесь отсутствуют крепежные шурупчики, как на втором типе полуприцепа. И также присутствуют ребра жесткости. Сейчас я вам покажу еще раз второй тип полуприцепа. И вы можете посмотреть, у него нету ребер жесткости. Также здесь есть какие-то дополнительные отверстия, возможно, для установки каких-то элементов. А балансирная тележка точно такая же. И точно такая же запаска и кронштейн для закрепления запасного колеса. И давайте рассмотрим четвертый тип полуприцепа. Это уже обычный бокс, не шторка. У него похожая рама, здесь довольно симпатичная схема окраски, и этот полуприцеп шел вместе с сидельным тягачом марки Scania. И Scania я покажу вам чуть позже, когда мы будем делать различные сцепки. Также немножко отличается напольное покрытие, рама окрашена в серый цвет, присутствуют противоподкатные башмаки, тут ребра окрашены в черный цвет. У этих полуприцепов лучше сделаны колесные диски, чем у первого полуприцепа. У него они хромированные, здесь уже серебристой краской просто окрашены детали. И присутствуют сквозные маленькие отверстия. На первом типе их нету. А покрышки точно такие же. Тоже присутствуют ограничения скорости, светоотражающие полоски. И давайте сделаем сцепку с сидельным тягачом марки Scania. Как раз с этим тягачом и поставлялся полуприцеп. Грузовики я вам демонстрировать сегодня особо не буду. Я уже на них делал видеообзоры. И кому интересно, можете найти старые видеоролики. Ну вот так выглядит данная сцепка. Очень красивый сидельный тягач. Мне нравится схема окраски на кабине. И к нему можно зацепить и обычный полуприцеп. Он с ним будет смотреться тоже довольно симпатично.
белый цвет самый универсальный. И в этом плане хорошо, что Илигор делал вот такие обычные полуприцепы. Вы можете, еще раз повторюсь, сами клеить сюда различные декали и делать разные транспортные компании. Ну, вот так выглядит данная сцепка. Покажу, как выглядит сидельный тягач Scania с полуприцепом синего цвета. И у Илигора также предлагался полуприцеп-рефрижератор, но у меня его, к сожалению, в коллекции нету. И у Илигора еще были полуприцепы автоцистерны, полуприцеп для перевозки сыпучих грузов и самосвальный полуприцеп я вам демонстрировал в двух вариантах исполнения. Один был трехосный, второй двухосный. И двухосный считается более редкий и более дорогой. Его практически невозможно сейчас найти в открытой продаже. А трехосные иногда попадаются, тоже, правда, очень редко. И первый полуприцеп, который мы рассматривали в начале видеоролика. Например, могу вам также сделать сцепку с сидельным тягачом марки Iveco. У меня он в черном цвете, вот такой грузовичок. Тоже на него делал видеоролик. Не самая красивая масштабная модель, но тем не менее у Илигора она сделана вполне копийно. Мне у Илигора больше нравятся Scania и грузовики марки Mercedes. Ну так тоже довольно симпатичная сцепка получается. Оригинальный грузовик к этому полуприцепу в синем цвете. И если вы, кстати, посмотрите, то тут ремешки более тонкие и длинные, а у второго полуприцепа они более широкие и более низкие. Сделаем сцепку с универсальным полуприцепом. Тоже получается довольно симпатичный автопоезд. Покажу вам третий тип полуприцепа. И последний полуприцеп. Который тоже симпатично смотрится с данным сидельным тягачом. И в завершении видеоролика я вам покажу также полуприцеп Nefas. Это, на мой взгляд, очень удачная масштабная модель. Она немножко легче, чем полуприцепы от Илигора, но сам тип полуприцепа схож. Здесь отлично проработаны колесные диски, также хорошие качественные покрышки с боковой маркировкой. Вот так выглядит нижняя часть. Задние фонари. Створки здесь, к сожалению, не открываются. Но я думаю, на модели полуприцепа это не столь важно. Мало кто будет их загружать чем-то. И данный полуприцеп тоже хорошо сочетается с европейским сидельным тягачом. И у меня в коллекции есть еще один такой полуприцеп, только зеленого цвета. Фирма iTeco там была написана, если не ошибаюсь. И он тоже продавался с сидельным тягачом марки КамАЗ. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о масштабных моделях европейских сидельных тягачей. Нравится ли вам компания Илигор, какие модели есть в ваших коллекциях. Если вам понравился видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. И можете заглянуть и подписаться на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока-пока.